Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередной выпуск Picard Travel Show, а значит, сегодня будет вопрос-ответ, как и обещали в прошлом выпуске. Но для начала хотим поздравить нашего победителя. Вот его комментарий. Поздравляем, вы выиграли 2 прохода в бизнес-лаунж. Хотите также? Комментируйте этот выпуск. Ну что, полетели. И первый вопрос звучит так. Какая страна нас удивила больше всего? Меня, конечно, удивил Сингапур. Чем? Ну, это уровнем цен. Все ровненько, все подстрижено, все четенько, особенно после азиатских стран, когда ты возвращаешься в Вьетнам, а тут крысы бегают, перебегают тебе дорогу, тараканы, там все четенько. Ну, последняя поездка навеяла, наверное, что особенно в вечернее время Сингапур напоминает мне мой родной город Москву, спальные районы, тоже все ровненько, четенько, плиточка к плиточке, асфальт, бордюрный камень. Правда, я не думаю, что его меняют 3 раза в год или каждый год. Ну, сейчас как раз меняют там что-то. Не, я в плане того, что не как в Москве, это бесконечно происходит. Вот, а тебя какая страна удивила больше всего за эти 3 года? Ну, тут вопрос, конечно, странный немножко. Чем удивил? Удивить может в раз. Ну, вот и этот вопрос. С подвохом. Да, приятно, неприятно. Неприятно меня удивила Камбоджа, где нас развели в Старбаксе на $50 фальшивые дали, так что будьте осторожны в этой стране. Рекомендую, кстати, менять прямо в аэропорту, курс незначительно отличается от центральной части, поэтому сразу лучше поменяйте на местные деньги и расплачивайтесь ими. Которая понравилась прям хорошо, то я люблю любые страны, в принципе. Ну, мой фаворит это Таиланд, Таиланд я люблю, поэтому с удовольствием каждый раз туда возвращаюсь. Приятные люди, улыбчивые, интересные мероприятия проходят, там фестивали, всякие фейерверков, Санхран, Лейк Ротон, ну и так далее, так далее, так далее. Поэтому довольно много движухи для туристов, прям хорошо. Абсолютно согласен. В Таиланд у нас фаворит, поэтому и когда открываешь паспорт, лучше всего печати у нас в Таиланд и из него. Ну подожди, в Сингапуре уже нету печати. У меня вон Малайзия поставила себе печать, хотя Ну да. у меня на границе. А что это? Вы где как въехали в страну? Электронно проходил, просто фейсом посветил. Ну вот так. Ну да, кстати говоря, вот в 3-м терминале аэропорта Сингапура там даже не нужен паспорт на вылете, по крайней мере. Может быть и на влете уже. Просто подходите и по лицо. Да. Наверное, при повторном уже въезде. Где было вкуснее всего? Ну, для меня это очень такой щепетильный вопрос. А если по разнообразию еды, все-таки, опять же, Таиланд будет в фаворите, поскольку очень много туристов, и как раз за счет этого большое разнообразие кухонь. В Вьетнаме довольно скромно, я говорю, рис с рисом. Хотя, конечно, здесь можно найти интересные блюда, как, допустим, пиццу, ну, опять же, в итальянском ресторане, очень вкусная была, в Ничанге, прям классная. Бан ми мне нравится. Сейчас в Хайяне находимся, здесь классный есть Secret Garden. Отличное место, тоже европейцы держат. Повыше прайс, но вы понимаете, за что вы платите. Особенно в утреннее время, когда с 50% скидкой можно там все. Часы. Да, очень здорово. Тебе что из еды понравилось и где? Самая моя любимая еда — это просто рис на самом деле. Я вот столько риса за 3 года не ел. Рис не ел. Вообще не ел, потому что в нашей стране готовят кашу. В принципе, здесь тоже подают поридж, да, с утра на завтраке это каша, но самая настоящая, рисовая. Во-первых, я думаю, что мне все говорят, что здесь другой рис. Это номер раз. Второе, его по-другому готовят. Его и вымачивают, и вымывают вот эту всю клейковину. И он здесь вот не такой разваренный, он вкусный. Прям ты ешь его крупинка крупинки. Я раньше был любитель острой еды, сейчас я люблю больше такой, но no spicy food, поэтому... Наелся. Да. Мне нравится даже тофу, если он с вкусным соусом приготовлен. Я здесь полюбил, например, я ем брокколи и цветную капусту, чего я в жизни не ел никогда, потому что здесь ее вкусно готовят на пару с вкусным соусом. Еда разнообразная. Поэтому наш, конечно, фаворит — это бекон и сыр на завтрак. Но мне все-таки сыр больше будет фаворит. Да. Я люблю молочку. Я просто бекон, честно, только в омлете ем, потому что так он какой-то сухой. Разный есть бекон. Вот один прям зажаристый, второй такой попроще. Кстати, здесь тоже они в этом отеле, прям сегодня находимся, разной степени прожарки. Кстати, можно найти. Самый странный отель, в котором вы жили. Но мне только напоминает Виталис. Нет, это страшнее. Ну это страшно. Нет, страшно это один, да? Для меня странно это гномики мы были, он такой вроде
где на картинках ничего, а ты въезжаешь, и ты понимаешь, что 9 квадратов, кондиционера нет, есть вентилятор, и еще надо периодически воду выливать из осушителя. То есть это такой отель, где надо еще потрудиться и встать ночью, да, иначе проснешься в воде просто. Один, кстати, тоже такой же вариант. Да, с завтраками вообще вне сезон за 600 рублей можно за $7 забронировать. Круто. Но ты понимаешь, что завтрак это рис и еще что-нибудь? Во-первых, начнем с того, что ты идешь к завтраку, и ты видишь, что там уже грязно. Ты еще не вошел в это помещение, оно такое все заляпанное, замызганное, все на полу чего-то, там посуда какая-то грязная лежит. Вот такое вот неприятное ощущение. Да, тут же у тебя собирают эту грязную посуду, и тут же еда стоит. Странновато. Нет, само помещение уже какое-то такое не привлекающее. В принципе, любой отель можно убить на раз-два. Достаточно, вот как некоторые горничные приходят, там 3 секунды. Все быстро. Часто во Вьетнаме встречается, когда просто такой разглаживают, видимо, белье после выезда гостей, и следующий живет вместе с живностью предыдущего. Да, именно не гладят, а разглаживают. Нет, именно не меняют постель. Не меняют в том числе, но здесь опять же могут постирать, но не глаженное, и тоже ощущение, что его использовали уже. Да. Вот, поэтому странно. Где вас хотели обмануть? Ну, мы об этом только что говорили, нас не хотели, нас обманули в Камбодже, в Старбаксе, поэтому будьте внимательны. В принципе, как и в любой стране, мы просто на самом деле расслабились. Вот в Таиланде, в Вьетнаме никогда не Нет, я в Вьетнаме перепроверяю купюры, потому что здесь 10 тысяч и 100 тысяч. Они обе зеленые, они похожи. А так, чтобы тебе дали поддельную купюру в ресторане, в магазине. Тут именно удивил, что Starbucks, то есть реально, что такая мировая сеть, и... То ли это было нечаянно, то ли специальные только купюры, то ли их обманули тоже. Они решили дальше загнать эту купюру подальше. В какой стране вы бы не хотели ночевать снова? Пока это Камбоджа. Ну, да. Нет, ну там проночевать, как бы, отель можно выбрать. Сиам Рипе, Анкор-Ват. Да. Там, в принципе, говорят, неплохо. В планах, возможно, есть, но прям не ближайшее. То есть, вот с удовольствием там виза платная. Она занимает всю страницу. Можно сделать электронную визу, которая маленькая наклеечка. У нас все Вьетнам. Кучу отелей, которые мы... Городов. Да. Поэтому все впереди, но пока не фаворит. Были ли ситуации, когда вы боялись за свою безопасность? Ну, пару раз была ситуация, когда ломились в номер ночью, когда ты путаешь этаж, либо лифт открываются двери, ты просто выходишь и не смотришь, на каком этаже ты вышел. И вот начинаешь стучать в дверь, там звонить. В наш номер там в 2 часа ночи кто-то там ломился. Перепутал либо этаж, либо номер. И еще в Таиланде, кстати, может быть, это места с собаками. Сейчас много собак, а вот там реально ты идешь и такой, блин, сейчас сапнет. Сколько чемоданов вы потеряли? Ну, один раз нас задержали чемодан на сутки, когда мы пересадку в Бахрейне делали. Вот, опять же, хорошо, надо оформлять страховку. Да, кстати, по ссылке в описании на нашем сайте есть полезные ссылки, где вы можете ими воспользоваться, в том числе и страхование багажа. У нас задержали на сутки, и нам целых $150 выплатили за каждый чемодан. Только будьте внимательны, это страховка именно на задержку и потерю багажа, поломкам, к мятым отломанным колесам. Эта страховка не имеет никакого отношения. Ну, мне кажется, таких страховок даже я и не встречал. Да, нет, в том плане, что я думаю, что на поломку тоже рассчитано. Нет, это все в авиакомпании, причем подать надо заявление в течение суток. После полета мы как-то подали там на 2-й, 3-й, нам написали, что ребята аля-улю. Задержка только была, потери не было, но чемоданов, если вы так поменяли, да. Колеса. Мы сейчас, кстати, хорошие нашли чемоданы с гарантией 3 года, и мы уже раз, наверное, 3-й меняем колеса, просто приходим, говорим, а у нас колесики отпали. Ну, причем тоже разные чемоданы, вот 2 сейчас чемодана одной компании. Вот я бы сколлабился с ним, потому что реально хорошие, я уже слоган, все придумал. Может быть, будут чемоданы Пикард, но в будущем, надеюсь. На одном чемодане прям фу-фу-фу,
нормальные колесики уже сколько там прокатились, Вот, а другой чемодан большой, там колесики прям летят. Каждые 3 месяца прям все колеса меняем. Я говорю, мы прям эксперты по чемоданам, задавайте вопросы, порекомендуем. Чем отличается отдых в Азии от Европы? Ну, это первая причина, это температура. Здесь практически всегда лето. В Таиланде, например. Во Вьетнаме вы можете, например, выбрать. Вот мы в январе-феврале охлаждали, здесь было 15-20 градусов, очень комфортная температура. В принципе, когда ты живешь, у тебя всегда 35-40. Европа более привычнее. Азия немножко удивляет теми же едой, то, что едят, там всякие жучков, паучков, но не в таком большом объеме. И опять же рис. Здесь рис мы едим почти каждый день, то есть ненормально. В Европе... И здесь есть как бы не то, что разделение, как вот в Малайзии, да, там есть китайский завтрак и малайский завтрак. А здесь все-таки, особенно в 5-звездочных, 4-звездочных отелях, как бы смешанный, да, азиатский и европейский завтрак. Там. Плюс цена, качество, соответственно, в Европе, мне кажется, тяжело будет. Ну да, то есть это такой только хостел, и то поискать надо за такие цены. То есть здесь реально здесь жить в отелях гораздо дешевле. В принципе, средняя, да, ну плюс, наверное, сейчас там $1000 у нас уходит. У нас на отеле примерно $700, ну, то и больше в зависимости от отеля, который мы бронируем. Плюс еда, ну еда 1030, наверное, да, ну, плюс-минус. Плюс из России, мне кажется, только в Азию сейчас прямые перелеты, в Европу только через Стамбул, Баку, там, Сербию. А где самый лучший пляж? Дананг? Да, многие европейцы даже отмечают, говорят, это Майами-Бич. 24 километра пляж от Дананга до Хайана. Вот у нас знакомая пешком ходила, она не 24, она ходила 10 туда-обратно, 5 туда, 5 обратно. Ну подожди, мы тоже сдавали дебют и топали пешочком. Да. Прикольненько. Ну, он, во-первых, мелкий, да, это удобно, когда вы с детьми, то есть там такие зоны специально сделаны, стоят спасатели, и вы там, соответственно, плаваете, можно там буйком плыть, он будет глубже, но он довольно мелкий, то есть вы можете долго идти по пояс. Для многих это очень важно, кто с семьей приезжает, очень безопасно, соответственно. Опять же, если вам нужна чистая прозрачная водичка, здесь в Дананге не так, это будет Калан, возможно, да. Но вот мы на Калан катаемся. Ну, я говорю, я вот не фанат купаться, поэтому, ну, есть пляж, есть. Я там погулял, походил, все окей. И некогда, просто-напросто некогда. Нам монтировать ролики, надо снимать ролики для того, чтобы вы видели контент. Как выбрать хороший отель по фото? Никак. Смотрите наши обзоры на YouTube-канале Picard Travel. Читайте отзывы обязательно, потому что отели имеют такое мгновение меняться. У нас было много таких случаев, когда мы ехали в трэш, так называемые отели с крысами, которых мы не находили, потому что отели реновируются, меняются, и, соответственно, по фото это вообще, мне кажется, уже никто не смотрит. Нет, у нас был такой случай, когда мы забронировали отель по фото, да, потому что цена была в Турции, и потом приехали, интернет платный, то платный, это платное, и все выключено было в этом отеле, потому что мы не почитали отзывы вообще, и поехали в отель. Тут вопрос, вы картинки посмотрите, и картинки... Либо рендеры, либо при открытии. Да, может быть, опять какие-то части отремонтированных номеров, часть нет. Поэтому тоже куда заселят, это большой вопрос. Поэтому все равно больше я, допустим, доверяю видео обзорам, потому что мы стараемся смотреть не один номер, а несколько разных категорий показываем, для того, чтобы вы видели плюс инфраструктура какая есть. Все равно в обзорах, в комментариях пишут мало. Фотографии не всегда прям свежие, поэтому лучше видео смотреть. Как вы начали снимать обзоры? Достал телефон и начал снимать. Не, ну это случилось где-то почти год прошел на нашем путешествии. Ну, потому что надо как-то развлекаться. Я все равно... Хотели переезжать просто. Да, потому что на одном месте сидеть, это, ну, я не люблю. Я люблю какой-то движ. И изначально у нас там каждый месяц, каждые 2 недели мы переезжали, а потом подумали, а что бы и не снимать дополнительно этот контент. Я как-то миллиард лет назад уже подобное что-то делал. Думаю, а что бы и не вспомнить молодость. За 4-й день нам удалось осмотреть 15 отелей. Былые времена и помнить хорошо забытое старое и воплотить в новом формате. И я думаю, довольно неплохо получается. Да, конечно, движушно, супер движушно. Мы каждый день, там, каждые 2 дня переезжаем. Не всегда
Владу это нравится. По настроению. Ну, просто когда жара 40 градусов бывает, вы приезжаете, лобби без кондиционера, ты сидишь такой, течешь уже весь. Или пешком мы ходим, и потом течем в лобби пешком. Тяжеловато иногда бывает. Ну, прикольно. Я балдею от этого, плюс ваше бронирование помогает тоже поддерживать канал «Так на плаву», помогает бронировать новые отели, а бронировать как? Через ссылки в описании, в нашем приложении и на нашем сайте. Вот QR-код. Кто монтирует видео? Я. О чем вы говорите? Опять же, опыт работы на телеке немножко помогает. Сколько стоит один выпуск Picard Travel? Как сказать, сколько стоит? Сколько стоит отель? Плюс наши затраты там, ну, может быть, на такси и трудозатраты наши. Телефон купи, MacBook купи, ну, вот разделить на все видео, столько получится. Не считали на самом деле, но если вот так не считать наши зарплаты, которых нету, да, так, поэтому только за бронирование отелей. Сколько у вас камер? Камер 2. Точнее, камер вообще ни одной, только в айфоне. В айфоне в одной 3 камеры, в другой 2 камеры. На 2 телефона просто снимаем. Были ли у вас конфликты с отелями? Как таковых конфликтов не было, то есть у нас были случаи, когда нам сказали отмените бронирование, когда нам показали номер, и он не соответствовал тому, что мы попросили другой номер, нам показали, тоже не соответствует. На третий сотрудник сказал, все, отменяйте бронирование. Я вам ничего больше не покажу. Я просто увидел, что человек уже начинает закипать, поменяли отель, это было в Малайзии, в Куала-Лумпуре. Всегда нормально было. Тут-тут-фу, ну, вроде как идут навстречу. Самый провальный выпуск. Но у нас таких и нету, то есть у нас есть стабильно вверх идет. Ну, потому что народ начинает смотреть, и все равно этот контент, который производим, он такой долгоиграющий. И, то есть вы не сейчас едете, там, через какое-то время будете искать этот отель. Поэтому, в принципе, почему я говорю, мы ищем агентов для того, чтобы дать возможность заработать им и наполнить нашу, так сказать, базу отелей новыми странами, новыми городами, новыми отелями. Хотите, заполняйте анкетку на нашем сайте и становитесь нашим агентом для того, чтобы снимать обзоры отелей. Почему вы не показываете дорогие люксы? Прям дорогие люксы — это дорогие отели. Если вы будете больше бронировать через наши рефералки и станете спонсором нашего канала, не вопрос, мы будем снимать дорогие люксы. У нас есть там супер-пупер какой-то дорогой тариф по спонсорству, не проблема. Подключайте, мы получим денег и забронируем. Либо вы можете нам забронировать отель, мы с удовольствием скатаемся и протестируем. Это все финансы. Чем больше будет мани, тем больше будет люксов. Дорого, богато, классно. Я с удовольствием бы там тоже Да. Просто посмотреть видео и сказать, ой, круто. Ну да, круто, но мы все равно за полезный контент. Сколько народу поедет в эти люксы? Просто по нашей, можно сказать, практике в таких отелях люди живут не за свой счет очень часто. Ну, в большинстве, да, что сказал, это либо командировочные, либо люди, которые за баллы, там, программа лояльности живут. $500 в сутки, ну, конечно, можно там... Да нет, есть разные люди, но реально по опыту это командировочные люди, которые живут в этих отелях. Для них создавать контент, да, можно, ребят, командировочные. Может быть, ваша компания спонсирует нас. А вы нам еще и обзор снимите к другой стране. Да, кстати, снимите, пожалуйста, вы обзор на эти люксы, с удовольствием смонтируем, опубликуем на нашем канале. Какие видео собирают больше всего просмотров? Интересные. Первые наши видео собирают, там, Фурама, Резорт Данан. Сейчас хорошо стартовал и идет по просмотрам видео из Шарм-эль-Шейха, из Египта. То есть это популярные такие отели, либо пятизвездочные, либо популярные локации. Это Египет. Я уверен, что Турция, например, турецкие отели. Да, если вы в Турции, либо в Египте, с удовольствием посотрудничаем в плане съемок отелей. Снимайте, присылайте. Нам интересно, реально интересно. И к тому же вы будете получать часть монетизации в течение года. Прям хорошо. Ссылочка на агентство в описании. Кто пишет текст? В основном пишу я, но мы уже давно не делали на самом деле с озвучкой, да, потому что реально очень много времени и сил уходит на это. Сейчас думаем, как оптимизировать. Если, я говорю, будет много денег, тогда, естественно, будем дальше продолжать, поскольку тоже неплохие просмотры, точнее, на эти видео идут. Посмотрим. Плюс сейчас идет генерация от YouTube озвучки.
То есть тоже, может быть, на одном на русском будем озвучивать, а там дальше он уже самостоятельно переозвучивает и на другие языки. Написать текст, смонтировать, озвучить и так далее. Плюс на разные языки, да, там может быть по картинке одно и то же, но текст надо подгонять. Ну, геморроя много, то есть на один ролик там день может уйти. Что самое сложное в ведении канала? Вести его. Влада заставит делать шорты. Да, что я иногда делаю. Что-то потом падает, все, и я перестаю делать. Ну, короче, надо постоянно Влада пинать, и тогда что-то будет делать. Потому что видео снял, смонтировал, шоу сняли, смонтировали, и довольно много реально времени уходит. И даже вот на соцсети какие-то дополнительные публикации, ну просто уже сил не хватает, потому что понимаешь, что у тебя много дел и других еще, которые нужно делать. Делаем. Кто главный у вас в команде? Ссоритесь ли вы во время поездок? Ну, в принципе, мы не ссоримся, но именно просто подпинывать надо кого-то, чтобы двигался, а так все нормально. А где Ты был? ссоришься? Не, ну у меня периодически бывает такое, ну вот какие-нибудь микро мои возникновения, усталость, еще что-то. А где был самый отвратительный завтрак? Я знаю ответ на этот вопрос. В Вадине? Нет. А где? Travelodge, отель, Куала-Лумпур. Да, Там точно. прям вообще было разочарование за разочарование, особенно после Особенно того, за деньги. За такие. особенно после того, как мы видели завтрак в Travelodge Сингапур, несмотря на то, что он был прям в лобби, Ну, мы в Паттайе и в видели. Паттайе тоже хороший завтрак, а тут прям было разочарование. Ну, за такие деньги в Вадине, как бы, ты понимаешь, там заплатил а-ля 600 рублей, и что-то где там могут... А там был хлеб, рис и сладкая водичка, и все. И ты понимаешь, что ты 1000 рублей с каждого человека заплатил вроде. Ну, как бы за 1000 рублей. 500, там, 500, ну. 1000 рублей за двоих было. Ну, это трэш. Ужасно просто. И если бы без завтрака брали, может быть, нормально, но все равно на завтрак... Там удобная локация, реально хорошая локация. В центре можно везде пешочком дойти до каких-то там мест. А так, если вы будете там бронировать, то без завтрака. Он вообще не стоит того. Если у вас фобии в путешествиях, Так какие фобии? у меня есть одна не фобия, но я всегда проверяю, когда я сажусь на унитаз, я либо привстаю, либо заглядываю, нет ли там змеи, например. Каждый раз. Особенно после всех видео, которые я насмотрелся. Ну, просто это не фобия, это привычка уже такая. Я боюсь змей, да, я действительно боюсь, но я проверяю, потому что здесь, в Азии, вот, бывали случаи, вот у нас у знакомого вот, на доминиум питон, например, заполз через вентиляцию, правда, не через унитаз. У вас есть какие-то фобии? Да, в принципе, нет. Летать ты любишь? Летать я люблю, поесть в интересных местах я люблю. Я, может быть, фобия, что я не наемся на завтраке, потому что он может быть ни о чем, и ты думаешь, вот реально заплатил деньги за что. Фобия то, что не оправдает ожидания, которые есть. Кто храпит громче? Конечно, во-первых, я засыпаю позже и встаю иногда раньше. Да, потому что надо там завтрак снять, Влад еще храпит, а я уже иду снимать. Что вы никогда не положите в чемодан? Дуриан и кокос. Нельзя. Ну да. При авиаперелетах. Кто чаще опаздывает на самолет? Те, кто выпивает алкогольные напитки. У нас были очень много случаев у друзей, которые приезжали за 3 часа и каким-то образом не успевали пройти все регистрации, досмотра, а потом выясняется, что они были в состоянии алкогольного опьянения, либо выпивали там в duty-free, без назара. Поэтому будьте аккуратны с этим. Ну, во-первых, смотрите, мы сюда заранее приезжаем, потому что 4 часа обычно. пока мы проведем розыгрыш в аэропорту, Откроется регистрация. откроется регистрация, пока мы сходим в бизнес-лаунж, тоже посидим по завтракам, потому что в основном, когда мы едем в аэропорт, у нас отели без завтраков получаются, и там как раз завтраком, обедом нужно, ну, без разницы в какое время. Очень удобно. Плюс, если победителя у нас есть, мы, может быть, с ними туда идем, то есть тоже проводим. Просто бдите и не опоздайте на рейс. Какая страна самая инстаграмная?
Да, мне кажется, во всех странах есть Можно свои места. Правда, единственный момент, тут Вьетнам очень славится, это много видео, Инстаграм и реальность. То есть в Инстаграме все очень красиво, а вы приезжаете на место, там либо все очень страшно. Поскольку очень много здесь народу, и каждый хочет там кафе, ресторан, место какое-то выделиться, проходимость очень большая, и люди относятся, к сожалению, не очень аккуратно, бережно к этому ко всему, и все это приходит в упадок. Ну, либо вот рисовые поля, то есть бывает тут сезон, не сезон, они собирают урожай, вы приехали, а тут голое поле, а вы захотели снять красивую картинку, где здесь очень красиво, вот особенно в Хаяне, огромные такие заливные луга, все здесь зелень утопает. Если вы фотограф, вы любой ракурс найдете нужный для того, чтобы снять это красиво. Нейросети вам помощь, Да. они любой рис вырастет. В том числе, да, можно нейросетками. Главное, перепроверяйте, а то там и шестой палец, и что-нибудь еще. Какая была самая неловкая ситуация на ресепшн? Ну, мне кажется, не неловко, а когда мне звонили с ресепшена и спрашивали, что мы будем на завтрак, а я несколько раз повторял, что у нас номер без завтрака. Меня не понимали, и в какой-то момент мне сказали, что нас бесплатно приглашают на завтрак. Вот это какая-то такая была, не то что неловкость, просто недопонимание она. Ну да, это удивило, приятно удивило, что такие моменты бывают, и мне нравятся вот такие моменты, и сейчас я больше и больше какие-то такие плюшечки мы от отелей получаем, и не только мы, наши агенты тоже, там кому-то апгрейд, кому-то еще что-то дают, прям приятно слышать, что хобби, которым мы занимаемся, оценивают и как-то поощряют. Да, поэтому это уже какой-то такой, не то что привычка вошла, то есть когда нам говорят, что завтрак будет там завтра 60 часов, я говорю, а у нас без завтрака. А мы вас приглашаем, я говорю, а сколько это будет стоить? Я сразу спрашиваю, потому что у меня был случай на мой день рождения, правда, в России, когда нам ничего не сказали, а потом выставили счет. Ради, да. Вот, он говорит, а это бесплатно, мы вас приглашаем. Говорю, замечательно, благодарим вас, придем обязательно. Мы в любом случае придем снимать видео и оценивать ваш завтрак, но еще и... Продегустировать. Да. Это приятно. Как найти дешевые билеты? В нашем приложении. приложении. Где искать честные отзывы об отеле? На нашем канале. Чемодан или рюкзак? Смотря с какой целью. Если рюкзак, то это до 5 килограмм. Больше не нагружаете, просто эта спина отвалится. А так чемодан. Маленький ручной кладь, в принципе, нормально. У нас рюкзаки по 9-10 килограмм. Это довольно тяжелые. И не говори, а то смотрят авиакомпании, то знаешь, сейчас будут взвешивать. Я рекомендую рюкзак до 5 килограмм. Поэтому все, что больше 5 килограмм, это чемодан. Как получать апгрейд в отеле? Обязательно становитесь нашими агентами. Говорите, что вы снимаете обзор для нашего YouTube-канала. Довольно часто в последнее время нам делают апгрейд номеров. Проверенный 100% способ апгрейда номеров — это просто заплатить за апгрейд. Где лучше менять валюту? Но все здесь индивидуально зависит от страны. Соответственно, во Вьетнаме вообще почти везде плюс-минус курс одинаковый. Там в Таиланде есть проверенные места. Это там у Аэроэкспресса есть обменник, либо в центре города. Ну, в аэропорту какие-нибудь $100, либо 50 поменять. Ну, то же самое, как сим-карту, да, то есть не в аэропорту покупается. А сим-карту вообще, если вам интернет нужен, то у нас есть сим-карта, если, да, можете оформить, тоже ссылка в описании, Да. Оформляйте, и очень удобно, то есть приехали в страну, уже есть. На несколько дней, да, а дальше уже покупайте на месте. Что всегда брать с собой? Хорошее настроение. В зависимости от того, что вы хотите. А кроме хорошего настроения, берите паспорт и билеты. Потому что, ну, билеты могут и в аэропорту распечатать, а вот паспорт вы, к сожалению, даже не улетите. Ну, что же зависит от страны. Например, некоторые рекомендуют в Таиланд брать пустой чемодан, чтобы оттуда привезти там вещей новых. Прайс. В Сингапур надо, наоборот, с собой еды, например, взять, я рекомендую. Мы БПшек набрали в последний день. Ну, too much price. Если вода бутилированная, полторашка стоит там $3,5-4, но это, ну, я считаю, это дорого. Плюс, если вы хотите какой-нибудь курица-гриль, там 1200 рублей обходилось. То есть... Нет, там позже можно найти да. $3 сингапурских. Это надо ждать время, пока не... Если это будет. Не всегда будет. А если какие-нибудь мероприятия там проходят, как Формула-1, еще что-то, местные говорят, в 5 раз, говорит, все увеличивается просто. Да, в супермаркете еще нормально, а кафешки в 5 раз вот при любом раскладе. Что делать, если в номере тараканы? Звонить на ресепшн или идти сразу на ресепшн, менять номер? Номер ставят на дезинфекцию. То есть вот последний был в Малайзии, и я такой стою, пошел чай пить.
хотел заварить, и таракан вылезает. И такой, ну, приехали. Сфотографировал, видео снял, пошел на ресепшн, нам тут же номер поменяли, и все нормально. Если это не таракан, а целый зоопарк, это клопы, это сразу менять отель. Да. Потому что отель должен закрыться в данном случае на дезинфекцию, и менять номер здесь бесполезно. Потом домой еще привезти, ну, не надо. Да. Как путешествовать и не разориться. Планировать бюджет, смотреть отзывы, соизмерять свой бюджет. То есть можно в Европу поехать на неделю, а можно в Таиланд на 2-3 недели. Это по-разному на самом деле. То есть вы выделяете там бюджет. Допустим, у нас там 100 тысяч рублей в месяц идет. То есть мы понимаем, что у нас То же самое, это можно пойти есть в ресторанах на первой линии, а можно уйти третью линию в 3 раза дешевле. Там. Да, ну подожди, ты можешь в ресторане на первой линии просто ходить в счастливые часы и брать, соответственно, выгоднее. Кто-то в пятерочку ходит, кто-то в азбуку вкуса. Вот вы просто рассчитываете на свой бюджет. Хотите ли вы открыть свой отель? Да, у меня были давным-давно планы такие, и сейчас как раз вот с насмотренностью вот этой я бы открыл с удовольствием. Я бы, может, даже компанию по управлению отелей открыл, что-то вот такое. В принципе, Marriott и так далее, они же не сами, есть какие-то собственные отели, но в основном с инвестициями. Планируете ли вы запуск англоязычного канала? Сейчас не вижу смысла, поскольку YouTube будет переводить, ну, смысла нету. Что будет, когда устанете путешествовать? Вот, что бывает, когда ты устаешь? Ну, кроме истерики. Ну, можно передохнуть и поехать дальше, и вот и все. Не, бывает такое вот первое время, ой, самолет, а сейчас как-то, ну, что-то тяжеловато, ну, какой-то есть вот такой вот момент. Вот мы ездили, мне очень понравилось, например, я думал, что я устану, а мне очень понравилось на автобусе ехать из Куала-Лумпура в Сингапуре, нам еще, это еще был не комфортабельный автобус, это был такой средненький, и мне вот понравилось. А потому что новая страна, мне кажется, из-за этого. Тут устать довольно сложно, поскольку вы переезжаете с места на место новое, и причем у нас разная локация, оно интересно. Может быть, просто мы не так часто будем переезжать, да, Есть там всякие да, круизы. да, Да. планов, Сейчас вот открыли космические путешествия, да. но там отели нет. Хотели вы жить в другой стране? Ну, мы сейчас живем в другой стране, и каждые там 2-3 месяца, Ну, а это то и 3 постоянно дня, проживаем. да, Не то в есть такой прям стране. движушно, и мне прям очень нравится. Когда начнется тур по Европе? Когда вы станете больше бронировать отели, и мы больше будем зарабатывать, и сможем позволить себе ездить по Европе, потому что реально дороже и еда, и отели, и все остальное. Европа сейчас перенаселена туристами. Вот. Да. С удовольствием. То есть сейчас мы ждем агентов, которые там бы тоже снимали отели, было бы приятно. Будут ли выпуски с подписчиками? Подписчиками, я не знаю, с агентами у нас есть выпуски, Они и же планирую. Есть ли планы на мерч Picard Travel? От YouTube есть брендинг от партнеров YouTube, и вот внизу вы можете видеть товары, которые брендируются. Но это не нами, это компании сторонние, они брендируются. С нашей стороны, я думаю, у нас будет, но мы этот мерч, скорее всего, будем включать на розыгрыш в аэропорту. Сейчас в планах есть. Что бы вы сказали себе 5 лет назад? Артем, все делаешь правильно. 5 лет назад был разгар энной волны ковида. Я бы себе сказал, что это все не так страшно, и все это заканчивается, и жизнь прекрасна. Да, мир меняется, но все самое интересное впереди. На этом все. Все? Все вопросы? Ну, тут сколько? Раз, два, три, четыре, 50 вопросов. Это сколько времени? Если вам понравился такой формат, присылайте свои вопросы еще. Ну, мне понравилось, прикольные вопросики были, поэтому с удовольствием, думаю, устроим еще. Может быть, раз в 2-3 месяца такое устраивать. Довольно прикольно. Интересно очень. Напоминаем, ссылки на бронирование в описании. Также вот QR-код на наше приложение, на наш Telegram. Также становитесь нашим агентом для того, чтобы снимать для всех, кто ставил комментарии. Мы разыграем проходы в бизнес-лаунж, а для тех, кто забронирует через наше приложение или через наш сайт авиабилеты, либо отель, они смогут принять участие в новогоднем розыгрыше проживания в отеле. Подробности тоже вот ссылочка в описании будет. Читайте. Вам стоит только забронировать отель, кататься, отдохнуть, и 3 января мы разыграем уже проживание. Да, осталось 5 месяцев.
Ну, как раз после Нового года, там, может быть, на майские праздники, мартовские там или еще какие-то. Так что время будет. Ну что, на этом все. Пока-пока. До скорых встреч. Пока.